Выпал первый снег не только у кур, но и у индюков. Я очень люблю, когда выпадает первый снег на теплицу, и он съезжает с теплицы и по краям хорошо закрывает теплицу, и таким образом образовывает как бы шубку. И в теплице становится тепло. Ну и, конечно, в теплице обогрева у меня никакого нету. И птица греет себя там сама своим дыханием. Самое главное и важное, чтобы теплица была хорошо сделана, надежно, герметично, чтобы в ней не было никаких щелей. И все должно быть закрыто хорошо. Чем лучше герметизирована теплица, тем теплее птице. Ну, а теперь давайте зайдем посмотрим, как там индюки сидят в теплице без присутствия человека, без моего присутствия. Ну что, вы меня ждали? Показываю вам все как есть. Вот я захожу и сразу же показываю всю картину, которую вижу и я. Я думаю, что вам будет так интереснее. Заходим в теплицу вместе со мной. Я сюда еще не заходила. Вот так выглядит бункерная кормушка для сена. Можем видеть, что она пустая. Так, солома разбросана вокруг гнезда. В гнезде у нас немного есть соломы. И яйцо есть рядом с гнездом. Вот, смотрите, где еще яйцо лежит. Вот еще одно яйцо. Давайте заберем. Красавец распушился. Это 2 индюка у меня. 2 индюка, все остальные индюшки. Индюшка такая красивая. Так, дайте мне, я заберу яйцо. Яйцо почему-то индюшка не захотела нести в гнездо. 2 яйца у нас за пределами этого гнезда. Так, сейчас посмотрим, что еще тут нету. Нет, здесь больше яиц я не вижу. Больше яиц нет вроде бы. 2 яйца. И вроде бы больше нету. Теперь хочу вам показать еще. Вот вода. Смотрите. При -5 на улице вода у них не замерзла. Вот, смотрите. Вода, конечно, грязная, понятно. Они гребутся в земле здесь. А в одном ведре воды, смотрите, даже практически нет. Ну, это очень хорошо, что вода у них есть. Овощи, естественно, они все съели. Все пусто, ящики валяются. Да? Бункерная кормушка с зерносмесью. Давайте заглянем, сколько тут еще есть. Вот, смотрите, видите? Нужно добавлять. Вот так вот сидят индюки в теплице. Индюки с петушками. Петушки здесь будут находиться еще недолго, еще немножко. И потом индюки будут здесь сами. Увидели у меня на сапогах снег.
И очень интересно, что же это такое, да? Ну, в принципе, все нормально. В теплице меня все устраивает, содержание индюков. И сейчас я быстро бегу за сеном, за овощами, потому что у меня сегодня очень мало времени. Я сегодня должна уехать. В теплице тепло, ветра нет. И если в ведре не замерзла вода, значит здесь плюс. Запасать на зиму сена для индюков надо очень много, потому что кушают они его очень много. Чем побольше надо запасать, косить все лето. Петушки, конечно, тоже не против, помогают индюкам кушать.
принесла им воду. Вот, смотрите. Видите, вода какого цвета? Вот через полчаса она станет вот такой вот желтой. Это у меня с одной скважины такая вода с большим содержанием железа. И очень часто многие видят желтую воду и спрашивают, какое лекарство, может быть, какие-то витамины, что там налито в ведре. А вот пройдет полчаса, и эта вода станет желтой. А в одно ведро еще я набрала снег. Снег я набрала специально, чтобы они привыкали, индюки, к снегу, к холоду. Чтобы они здесь у меня не были в тепличных условиях, не воспитывались в тепличном состоянии. Потому что всякое может быть. Возможно, мне придется их переселить в общий курятник. А там будет свободный выгул на улицу. Пусть привыкают к морозу. Пусть привыкают к снегу. Чтобы это потом не оказалось внезапно. Птица привыкает к холоду постепенно. И к холодной воде, и к морозу, и к снегу, и к холодной ледяной воде. Поэтому я всегда говорю, что это лично мое мнение. Птице зимой горячую воду давать не нужно. Вы делаете медвежью услугу. Птица постепенно должна привыкать к холоду. Если вы будете поить птицу зимой горячей водой, тогда вам нужно делать это каждый день. Тогда птица должна быть закрыта в помещении. А если у вас птица в мороз, предполагаемо, должна находиться всю зиму, тогда птица должна привыкнуть к холоду постепенно. Точно так же, как и люди. Мы привыкаем к сильному морозу постепенно. Понижение температуры происходит постепенное. Точно так и птица. Поэтому ставлю снег, чтобы они тоже привыкали к холодному снегу, к холодной воде. Из овощей в этот раз буду оставлять только капусту. Надо немножко экономить. Еще зима не началась, конец у нас ноября. Зима не началась, а уже овощи уходят очень быстро. Поэтому сегодня даю капусту и больше ничего. Ну, кроме зерносмеси еще.